Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я шила оригинальную косметичку из остатков ткани, и вы тоже сможете, с прозрачным карманом, с прозрачным дном. Ее можно использовать как органайзер для своих швейных принадлежностей, также как упаковку для какого-то подарка. Посмотрите, как это красиво смотрится. Вот, ну и косметики по желанию. Размер ее может быть большой, маленький, какой угодно. Можно таких нашить очень много. А мой размер 29, дно 10, и так она сантиметров 17-18. У косметички-органайзера сумочки есть две, то есть одна молния с двумя бегунками. Это очень удобно. Вот. И если она вам понравилась так же, как и мне, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, хочу вам показать выкройку, что она очень просто строится. Может быть, она любой и любого размера. Я сейчас предлагаю вариант непосредственно вот такой. Высота здесь нужно 20 сантиметров. Отступаем 5 сантиметров сюда и сюда, вырезаем. Теперь от этого угла поднимаемся вверх на сантиметр. И вот этот участок нужно срезать. Берем и срезаем его. Вот. И предварительно я сложила пополам лист бумаги для удобства. Значит, вот так срезаем сантиметр. Теперь от угла 5 сантиметров 5 сантиметров. И если мы уложим вот сюда прямой угол, то вот задается вектор, по которому нужно резать. Дальше нужно плавно по этой линии сойти вот сюда. И я плавно начинаю сходить в эту линию. Все. Выкройка готова. По этой выкройке я шила вот такую косметичку. Вы всегда сможете ее увидеть у меня на канале. Смотрите. Вот. А сейчас у нас будет немножко другая косметичка, не менее интересная. И вот по этой выкройке мы будем дальше отшивать косметичку. Так как косметичка будет непосредственно с прозрачной вставкой, от угла я отложила 3 сантиметра. И вот этот участок можно отрезать. Он использоваться будет для тканевой основы. А вот этот участок по центру мы откладываем точно так же в эту сторону. И отрезаем. Вот этот участок будет использоваться для прозрачной основы. Значит, вся выкройка сделана без припусков. Поэтому нужно добавить обязательно по сантиметру в каждую сторону. И до сантиметра. Я чаще всего это делаю 0,7. Приступаем к пошиву косметички. Итак, выкройка у нас есть. Я вам ее показала. А из чего же мы будем шить саму косметичку? Чаще всего идеи возникают, когда я вижу, сколько обрезков у меня остается после пошива изделий. И вот очередная идея возникла. Я решила сделать ткань верха. Это состроченные лоскуты между собой. Как я это сделала, сейчас расскажу. Значит, для основы я использую бандо. Уже показывала у себя на канале. Это не тканый материал. Его используют для штор. Именно тот, который я покупаю. Это вот такая основа. С одной стороны клей. Она плотная. Использую для ламбрикенов. Она бывает разная по плотности. В том магазине, где я всегда покупаю, был такой. Поэтому я его приобрела и теперь пользуюсь. Вот. Называется бандо. Теперь беру
банто, располагаю его клеевым покрытием вверх, нарезаю полоски ткани, любые, ну желательно все-таки, чтобы не по косой, а по основе, желательно. Если у вас так не получается, значит проклеивайте еще клеевым материалом, чтобы не перекашивало. Нарезаем полоски, затем укладываем на банто и начинаем постепенно пристрачивать одну полоску, потом укладываем другую полоску, отворачиваем другую полоску и так чередуем любые цвета, какие мы захотим. Почему такие длинные полоски? Потому что из этих полосок я буду выкраивать бочка. Вот. И здесь сгиб. Если мы продлим, получится вот такая заготовка. Одну заготовку я уже вырезала. Так она выглядит. И если я ее уложу, естественно, все это нужно делать симметрично. Из этой заготовки сделаю точно такую. И еще дополнительно нам потребуется пленка ПВХ, жидкое стекло. В этом случае я использую номер 6. Она поплотнее, мне кажется, она будет интереснее смотреться. Опять же, нарезала полоски косой бейки любого цвета, подходящего на ваш взгляд. И у меня разъемная молния. Здесь еще будет, скорее всего, 2 бегунка. Длина молнии должна быть где-то 55 сантиметров, если вы используете мои размеры. Если свои, то замерьте по верхнему краю. Все. Продолжаем. Кто не понял, как же я делала вот такие заготовки, вы можете увидеть у меня на канале. Я шила зеленый большой кошелек в этой же технике. Вот, и соединяла кожу между собой для достижения похожего эффекта. Вот так выглядит с изнанки, просто полоски, так выглядит с лица. Вот, и нам еще потребуется подходящая по цвету ткань подкладочная. Пока я вырезаю ее просто как заготовку по длине и по ширине. И после этого будем соединять ее с подкладкой, с пленкой одновременно. Детали выкроили, детали 2 по бокам и 1 по центру, это пленка. Теперь нужно уложить пленку на эту сторону и сверху накрыть подкладкой. Выкраивать ее пока не нужно, только по ширине и по высоте. И дать строчку по краю. Вот, и аналогично сделать с другой стороны. Я уложила детали. Сначала основную, потом пленку и сверху подкладку. И вот теперь на ширину лапки слежу, чтобы у меня ничего не выскользнуло. Вы можете здесь зажимчиками закрепить. Я даю ровную строчку. От начала до конца. Пленку можно выкроить чуть-чуть побольше, а потом осноровить. Вот видите, чуть-чуть выпустила, а потом осноровлю. В итоге получается, что пленка огибается подкладкой и основным изделием. И теперь, не изделием, тканью верха. И теперь можно дать отделочную строчку по краю. Вот. И потом по этому краю, и уже остатки подкладки обрезать, те, которые нам не нужны. Вот такая задумка. Каждый раз придумываю что-то, сама себе удивляюсь. То есть по краю здесь тоже мы даем отделочную строчку, тем самым закрепляя шов. Изнутри можно высечь, чтобы плотность не помешала настрочить ровную строчку. Я сейчас отгибаю пленку в сторону. И вот так все уравниваю, строчу по верху, тем самым закрепляю низ.
стараюсь попадать в эту же строчку, по которой отстрачивала соединенные детали между собой. Вот что в итоге получилось. Вот. А с изнаночной стороны подкладка закреплена. То же самое мы сделаем с другой стороны, но сначала нужно по краю верх с подкладкой соединить вот здесь. Просто по самому краю. А потом только обрезать по шаблону, который мы с вами сделали. Если бы мы сразу обрезали, было бы неудобно. Вот так. И вот по краю закрепляем. Все. Аналогично с другой стороны. Вот я получила заготовку. С этой стороны уже обрезала, а с этой стороны мне предстоит обрезать по контуру. И еще я решила настрочить на подкладку по вот этим линиям. Подкладка таким образом будет сидеть плотно и изнутри не будет морщиниться. Вот, но этого делать не обязательно. Я решила сделать. Попадаю в те же самые строчки. И со стороны подкладки будут параллельные линии, такие же, как и по верху. Заготовка моя готова, оснаровленная. Вот так она выглядит. И я хочу вам показать, как закономерность одну. Значит, при складывании, вот здесь середина, смотрите, при складывании до рассечки середины немножко должно быть расстояние, где-то 5 миллиметров, ровно такое, как молния, потому что на этом участке будет молния. При складывании, вот видите, у меня остается между этими расстояние 5 миллиметров. Вот. Как замерить это после всех основок, чтобы у вас не поплыли размеры. Теперь нам нужно, прежде чем пришить молнию, надо ее отрезать. Я все-таки советую брать та, которая разъемная. Вот так измеряем. И отрезаем побольше, потому что нам нужно будет заводить сюда бегунок. И перед тем, как пришить молнию, нужно окантовать срезы верхние. И здесь тоже нужно все окантовать. Я сделала косую бейку. Вы можете любым способом воспользоваться. Укладываем беечку. Можно с одной стороны, а потом с другой стороны. Можно сразу. Это кто как умеет. Я, скорее всего, буду пришивать сразу. Вот так. Обогну и буду пришивать 2 слоя сразу. Я уложила косую бейку вот так аккуратненько. Теперь натягиваю. И так как форма жесткая, она легко укладывается. Просто нужно быть очень внимательным. Вот так это выглядит. Вот. Я продолжаю притачивать.
Слежу так, чтобы с другой стороны она ее цепляла. Можно приметать. Можно делать сразу. Немножко прилипает пленка. Ну, здесь участок небольшой, я надеюсь, мы справимся. Если не справимся, можно бумагу подложить. Ну вот, как-то так получается. Старайтесь косую бейку натягивать и следить, чтобы строчка проходила через все слои. Ну вот у меня вроде бы получается. Я продолжаю. Косую бейку я пришила, полностью окантовала всю заготовку. И теперь нужно пришить молнию. Для этого молнию лицом вверх укладываем, выпускаем вперед сантиметрика 2-3, насколько вам хватает. И можно пришивать разными способами. Я поставила лапку тонкую, можно пришивать по краю. Вот поэтому, а можно попадать в строчку притачивания косой бейки. Я сначала буду попадать вот в эту строчку, а потом, если мне не понравится, дам еще одну строчку, вторую по краю, посмотрю. Вот, так как творю сразу у вас на глазах, поэтому не знаю, что у меня получится. Смещаю иглу в левую сторону, вот так, и буду попадать в точку притачивания. Косая бейка должна идти вот так по краю и укладываться вдоль самой пружинки. Значит, ставлю покрупнее стежок и аккуратно пытаюсь попадать. Важно сейчас саму молнию не раскрывать. После того, как мы притачаем, мы поставим все контрольные точки, а потом только ее раскроем, для того, чтобы вставить бегунок. И вот плавно свою молнию я замерила, она у меня получилась где-то около 60 сантиметров. Вот сюда, видите, маловато выходит. Значит, нужно было поменьше. Но я сейчас, может быть, исправлю, или мне будет достаточно. Вы оставьте чуть-чуть больше. Это если вы будете использовать мои размеры. Вот что у меня получилось. Теперь вам нужно наметить середину здесь и здесь. И затем вторую заготовку уложить на середину, которую вы наметите. И все симметрично пришить уже с этой стороны. Вот с этой стороны. Все делаем, все симметрично. Хотите много на себе ориентиров построите. Главное, чтобы это было все ровно и аккуратно. Молнию вшила. И теперь с двух сторон одела такие вот бегунки. Вот, теперь нужно вывернуть все наизнанку и изнутри зашить вот эти отверстия изнутри и обработать либо косой бейкой, либо любой репсовой лентой, чем захотите. Для этого нужно вот так слегка раскрыть молнии и аккуратно вывернуть наизнанку.
Пленка, даже если помнется, она потом от утюга легко может расправиться. Не бойтесь. Если у вас шестерка, как у меня, то все получится. Вот мы теперь раскрываем и стачиваем на машинке. Ну а затем обрабатываем край, совмещаем все с серединой, с наметкой и стачиваем сантиметровым швом от начала до конца. Следите, чтобы середина обязательно совпала с серединой. Здесь уже плотненько, я на камеру, наверное, это делать не буду. Буду стараться. Вот так. А снаружи получается вот как. И теперь уже чем захотите, окантуйте этот край. У меня под рукой была в цвет атласная лента. Ширина ее где-то 2,5 сантиметра. С одной стороны вот так подгибаю, укладываю. Можно заметать, кто не умеет сразу строчить. И аккуратненько вот так поверху, задевая сразу 2 слоя. Вот так. И здесь тоже мы подворачиваем, загибаем и прострачиваем. Можно чуть-чуть дальше завернуть, отрезать чуть-чуть. Ну, лучше, конечно, приметать. Так будет удобнее. И внутренние края обрабатываем. Если вы, так как и я, обрабатываете атласной лентой, то удобнее всего пришить сначала с одной стороны в строчку, а потом перевернуть и вот с другой стороны прострочить, а вот эти краешки завернуть. Но для этого нужно по центру немножко разрезать, вот здесь, чтобы завернулось у вас. Вот так. И теперь заворачиваем аккуратно и даем строчку. И то же самое с другой стороны. Так будет лучше. Я переделала с этой стороны, и у меня получилось лучше. Косметичка моя, органайзер и все что угодно, маленькая сумочка для хранения готова. Так она выглядит с изнанки. Вот. И теперь мы выворачиваем на лицо. И удобство ее состоит в том, что можно располагать те вещи, которые вы хотите, чтобы были видны. Это может быть и дорожной косметичкой, и всем чем угодно. Получается, вот, идея такова. Их можно сделать много, одна меньше, другая больше, и получится типа матрешки. Это как идея вам в дальнейшем. Ну, здесь нужно, конечно же, приутюжить немножко. Вот, давайте проведем испытание. Сегодня я уложу сюда большие, например, катушки ниток. Вполне возможно, что я ее так и буду использовать. Например, вот такие нитки можно сюда уложить. Большие. Посмотрим. Ну, к примеру. Смотрите, все видно. Не только нитки. Все наши швейные принадлежности тоже можно вот так красиво хранить. Из ничего. Из какой-то пленки дешевой и кусочков остатков ткани. Ну, молния, конечно же. Молнию нужно купить. Если вам понравилась такая косметичка, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик
и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, шейте, не останавливайтесь, творите, у вас обязательно все получится.